Ребят, привет всем! Я не знаю, спите вы, не спите, в какое время смотрите это видео, но я могу вам сказать, что вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Остановка по планам. Нужно покормить собаку, самим немножко размяться, потому что дальний путь 238 километров. Это 2-2,5 часа езды до места. Все позеленело, смотрите, уже деревья с листочками практически. Все начинает оформляться, абсолютно другие краски на улице становятся, да? Красота какая. Сразу видно, что лето не за горами. Под Несвежим прям озерцо слева и справа. Красота какая, да, друзья? Добрались до водоемов, на которых хотела порыбачить. Здесь вот такая вот затока рядом с водохранилищем. И здесь непосредственно само водохранилище. Видите, как все подтоплено. И порыбачить, к сожалению, здесь сейчас не получится, ребят. Вдоль линии бывшего рыбхоза, наверное, бывшего рыбхоза Лактыши. Вроде бы уже аншлагов никаких, ничего нет. Вроде бы уже большое вот это водохранилище Лактыши. Это не платник. Свой путь окончили возле канавы. Там была большая насыпь из песка. То есть засыпали. Поэтому, если когда-нибудь сюда поедете, учитывайте этот момент. Я посмотрела места. Есть места прям на открытой воде, как вот прям смотришь водохранилище, а есть затоки. Моя цель в данном случае поймать карася. Рамс, скажи всем привет. Выходи, иди смотри. Судя по всему, здесь люди рыбачат. Это сразу заметно, да? Правда? Вот оно местечко. Сейчас возьму удочку и посмотрим, как у нас здесь и что. Видно, что вот походу кто-то на маночку, возможно, даже здесь ловит. Здесь, кстати, пока успели проехать вдоль водоема, вот уже рыбачок появился. Говорит, что в первый раз здесь, не знает, какая рыба. Даже видишь, на картошку. На картошку, на опарыша, на манку я уже видела, что рассыпана. Наверное, карась нет. Ой, здесь даже костер был. Ну, здесь земля, здесь, наверное, костя не будет. Если что, будут в основном вот тут вот наверху ребят на траве. Я прибрала свое местечко. Так хоть приятно смотреть. Но вот там просто непонятно что. Вообще просто. Обсеруны, бухари. Я не знаю, что они тут делают. Они приезжают посрать, попить, поесть, но только не рыбу половить. На самом деле мне из погоды сегодня повезло. Я выбирала специальную область, в которой не будет дождя, поэтому поехала в Брестку. Бреска у нас считается одной из самых теплых областей. Здесь быстрее всего сошел лед. И я надеюсь, что водоем... Ну, пузырит. Кто-то ж пузырит. Куда пошел? Иди сюда. А? Пёс. Рамос, иди сюда. Все, туда не пройдешь, скажи, там стена. Стена. Рам, смотри, навозный червячок. Поставлю навозного червячка, пока он не убежал. Раз, два. Прям большой такой пучок. О. Да, да. Сидишь? Охраняй собаку. Все, наш рыбачок посидел 2 секунды и почему-то собрался и ушел. Может, тут какая сетка стоит, ребят? Честно говоря, непонятно.
Поставила вот удочку на поплавок. Сюда. Вот тут вот было место. Он что-то посидел и все, и собрался и ушел. Я думаю, наверное, просто шел прямо на вот это вот место. Я его, наверное, очень сильно расстроила. Ну, сорям. Угу. Я сегодня хочу поймать какую-нибудь рыбу. Так. Волчий хвост этот все толкает. Наживка у меня это червячок. Красный белый опарыш. И есть еще мотыль. Пока поставила баллонку просто на навозного червя. Сейчас разберем еще маховое удилище. Нас двое, поэтому будем ловить на 2 уделки. Червя в этот раз переместила сразу в банку, для того, чтобы он не убежал. Оп, гуси полетели. Красота, красота, ребят. Начался дождь. Поставили вот такой вот зонт. Fish to fish называется. Fish to fish. Сидишь как король, дождь на тебя не попадает, и при этом тебе не нужно надевать на себя 10 теплых одежек. Остатки корма есть с прошлых рыбалок. Вот один. Кому разбиваю это все дело. Оп. Кормовой мотыль. Оп. Получилась вот такая вот вкуснятина, друзья. Ну, пахнет кукурузой, пахнет вкусно. И теперь, ребятки, сюда же семечки. Как будто какая-то поклевка на червячка, как будто в сторону что-то. Мне показалось. Получилась вот такая вот штукенция. Мне просто... Сама бы съела, слухайте. Перемешиваю. Давайте вот таких вот 3. Меняю наживку. На червячка простояла, ничего пока не клюнула. Но я только закормилась. Как правило, после такого закорма, как я сделала, минимум полчаса надо ждать. Потому что даже если рыба рядом ходила, она, скорее всего, напугается. Неизвестно, как она еще отреагирует на то, что я там подложила в кормежку, так сказать. Один поплавок поставила прямо возле кормового пятна, второй вообще просто поисковый, можно так сказать. Один стоит сейчас на пучок опарыша с мотылем, второй стоит на червя. Ребят, первая поклевка. Видно, что-то меленькое. На. О, красота. Да, наверное, красноперочка какая-нибудь. Для того, чтобы рыба просто так не могла справиться с наживкой, сразу сейчас поставлю. Давайте опарыша. О, комар в ухо прям. Причем мотыля поставлю колечком, чтобы понять, что там. Ну, мне кажется, ребят, красноперочка, наверное, скорее всего. Судя по поклевке, которая была очень похожа на красноперку. На крупную. Давай. Есть. Первая рыба на локтышах. Это маленькая красноперка. А ты уже хороша с Андреем, Рамс. Ты хочешь, чтобы я тебе рыбку, я знаю, показала. Ты всегда хочешь рыбку посмотреть. Угу. Оп. Маленькую будем отпускать, но это уже значит, что хоть что-то подошло, потому что сперва поклевочек вообще не было. Если есть красноперка такая маленькая, может и быть и большая. Если сейчас еще снова поймаем маленькую,
мы попробуем поставить кукурузу на крючок. Нормальная была такая красотера. Ух, какая! Красота, красота. Красивая красноперочка. Увеличила размер наживки. Поставила 2 опарыша с пучком мотыля, увеличился размер красноперки. Красивые поклевки, ребят. Ух, какая! Ух, какая! А, смотри. Красота! Губы надо накрасить, ребят. Вы видите? Что за дела? Семки ела, всю помаду съела. Черт возьми. Беру немножко своего супер корма и оп. Вот сюда, вот так. Кто прибежал? Не успев? А? Что ты хочешь рассказать? Рассказывай. Рассказывай кино, показывай. Показывай кино. Рыбка вот была на какое-то время пропала, а сейчас опять вернулась. Я все смотрю, все зацените. Вот это я понимаю, краснопера. Нормально. Теперь периодически даже солнышко стало выходить. Посмотрите, какие красивые облака. И как уже здесь, вот посмотрите, зеленые листики, ребят. Ну. Давай. Ну и плюс ей нравится, походу. О. Давай, моя хорошая. Давай. Наклевывается. Сейчас. Видно, как она там наклевывается, ребят. Что ее возит туда и сюда. Ну вот такая вот красноперушка здесь поклевала. Смотрите, какая прекрасная рыба. Красивая, прекрасная красноперка. О, такая. Чуть больше ладошки. Но в камыше оказалось нерестит карась. Сейчас вообще ничего не клюет. Уже, наверное, минут 40 я приняла решение переехать на речку. А вот эту вот всю красоту, конечно, отпустить. Штучек, может, каких 12 поймала. Но это было быстрое, знаете, такая рыбалка. У нее был очень быстрый, стремительный выход. Была и меньшего размера, была и побольше. Офигенная затока. Копья была карасем, либо какой-то рыбкой. Я тоже сюда заплывала, как понерестить. Шутка.
Ну что, передислоцировалась на реку Лани, ребят. Тут проезд есть с одной и со второй стороны в течение всей ее продолжительности. Какая красота! Собака вышла, посмотрела и подумала: да ну вас нафиг, хозяева. Сейчас посмотрим, как не было никаких клещиков у него здесь. Как у тебя дела? Как у тебя дела? И снова, ребят, пришлось остановиться там, где мусор, и снова его сейчас буду, собирать, если ты сделаешь. Выкину его туда, отсюда. Здесь, ребят, знатно холоднее, солнышка сейчас здесь нет, ветер довольно сильный поднялся, погода у нас меняется, на следующей неделе дожди и похолодания, но, тем не менее, сейчас попробуем что-нибудь поймать. Я нашла интересную точку там на дне. Сначала были прям такие камни, наверное, может быть даже ракушечник, потому что это река. На ракушечнике, естественно, я решила не останавливаться. Дальше за ракушечником был какой-то типа как ил с ракушечником. Вот на таком месте, я считаю, может питаться рыба. И следующее за этим всем, что шло, это была подводная растительность. Глубина более-менее нормальная, потому что падает на дно не сразу. Я думаю, метра 2-3 есть. Ну и здесь пробьем фидером, а здесь мы поставим сейчас поплавочную удилище и, конечно, пробьем, посмотрим, может что-нибудь клюнет на поплавок. Здесь теоретически даже, видите, вблизи береговой линии нету особо такого течения. Можно, мне кажется, даже больше поставить глубину, и, скорее всего, 100% поплавок может даже зацепиться там за что-нибудь на дне. Все, мое место подготовлено. 2 человека, 2 удилища по одному крючку на каждом. Поэтому проверяем и дальнюю дистанцию, и ближнюю. Замешаю свежий корм. Это для фидерка. И потом в последующем можно ее использовать и для поплавка. Прикормка лещева, я увлажню ее в 2 этапа, и плюс у меня есть кормовой опарыш, у меня есть кормовой мотыль, я их измельчу в своем блендере. И всю эту кашицу буду сейчас добавлять туда порционно, в место, где я буду ловить. Здравствуйте, ребятки. Окуняка на мотыля. Пока окунек, хорошо. Пускай окунек. Сейчас попьем кофейку и подумаем. Время еще есть. Рамс ощущает, моя душа, что надо одевать одного мотыля колечко. Везде. Мотыль обалденный. Кстати, вот как обалденный мотыль, так нифига брать не хочет. Как мотыль какие-нибудь какашки, так обязательно что-нибудь берет. Наконец-то мне удалось дождаться поклевки плотвы, точнее ее засечь и поймать. Плотву, которая здесь есть. Видите, каждый раз сейчас достаю вот такие вот кувшинки. Трава там растет. У нас такого еще в Минской области нет у нас, потому что попрохладнее будет. Ну вот такая вот аккуратненькая плотвичка. На 4 опарыша, ребят, представляете?
Она взяла на 4 опарыша. Ровно на 4 опаря. Так, сейчас посмотрим, кто тут у нас. Оп. О, ну это уже какая-то даже трохумерная плотвица. Но все равно мы будем ее отпускать, она нам не нужна. Хорошо. Тоже на 4 опарыша, ребят. О, вот такая. Раз. Прям ветер нескончаемый, ребят. Не верится, что так погода. Какая тут рыба будет клевать с такой погодой, когда оно все туда-сюда меняется. Так. Наконец-то, ребят, ветер успокоился. Сейчас пока клюет ёрш на фидер. Причем и на червя, и на мотыля. Опарыши периодически что-то игнорируют. Я не знаю, короче. Настроение у рыбки меняется. Посмотрим, выйдет что-нибудь к вечеру ближе или нет. Такой вот ужин получился. Вот такая картошечка, вкусное мясо, ребят. Ну просто, да? Чудо, а? Хотела чего-нибудь горячего, потому что привыкла все время на природе кушать что-то горяченькое. Картошка быстро жарится. Поджарка тоже быстро делается. Очень вкусно полхаха. Если вы смотрели крайнее видео на канале, наверное, вы увидели, что у меня появился новый фонарь. Многие спрашивали у меня в личные сообщения, что это за фонарь. Также спрашивали и в ютубе, поэтому я приняла решение поделиться, что же такая за штука. Тем более она абсолютно недорогая, доступная и оказалась очень интересная, как я и думала. Все вы знаете, чем я уже достаточно давно пользуюсь. Достаточно много проблем с фонарями известной конторы были. Стоимость, как оказалось, она абсолютно не решает. Вне зависимости от того, какая цена, на качество это не влияет. Да, фонари, о которых идет речь, они очень яркие и прикольные, но несколько раз обращалась в сервисные центры, чтобы мне меняли платы по гарантии, потому что при максимально включенном режиме фонари начинают нагреваться, у них там нагреваются эти платы, и они портятся. Их надо менять. Вот такие вот дела. Ну, что поделаешь. Шибко много денег на фонари мне тратить жадно. Я приняла решение найти что-то интересное, качественное и недорогое. Слава богу, это аккумуляторный налобный фонарь, у которого в комплекте идет хлястик для того, чтобы переносить его на лбу. И, конечно же, зарядное устройство. Это USB кабель Type-C. Не засекла. Чё? Не знаю. Либо засекла, но очень маленькая. Ерш опять сюда. Ёрш, да ё-моё, откуда они на точке у меня взялись в таких количествах? Вы видите, у фонаря есть две кнопки. Одна кнопка — это кнопка включения-выключения режимов. И вторая кнопка — это, как вы думаете, что? Bluetooth, аудио, я там не знаю. Как вы думаете, что радио? Нет. Это кнопка датчика движения, друзья. Кнопка датчика движения. Все предельно просто. Кнопка включения включает режимы свечения. При двойном нажатии включаются цветные режимы. Слушайте, это настоящая дискотека. Так, снова ерш. Для того, чтобы фонарь выключить, нужно длительно удержать кнопку включения-выключения. Для того, чтобы включить датчик движения, вы выбираете нужное свечение, допустим, вот такое вот голубое, и нажимаете на вот эту кнопку.
Нажимаете на эту кнопку, включается датчик движения, и фонарь реагирует на движение. Чётенько, да, как? И кроме того, кнопка включения датчика движения при длительном удержании включает режим SOS. Далее идет удобный, достаточно яркий хлястик с возможностью регулировки. Вставляется он сюда в специальное крепление. Фиксируется. Ага. И имеет возможность регулировки в креплении по углу 90 градусов. Demonstration, competition. Раз, два. Раз, два. Фонарь удобный, емкость батареи составляет 2500 мА, заряжается через простую зарядку, кабель идет в комплекте. Здесь все герметично, имеет IP65 защиту от попадания влаги. Здесь установлены блоки по светодиодов, здесь один яркий светодиод, меняется куча цветов, регулируется хлястик. Ну, такая вот игрушка, которая стоит, ребят, меньше 100 рублей. Если вам интересно, ссылку обязательно оставлю в описании, потому что иногда хорошие вещи стоят не так дорого, как вы можете подумать. О, ребят, уже видите, лодка наконец-то подошла и на поплавок. Только ближе к вечеру подтянулась плотва к берегу. О, такая красота. Ну вот, ребят, сейчас еще посидим почти до темноты. Надо уже будет потихоньку собираться. Ну, я в надежде на то, что может сейчас что-нибудь клюнет все-таки к концу дня. Что-нибудь этакое прикольное. Ну, не клюнет, так не клюнет. Видите, только к вечеру ближе подтянулась рыба на поплавок. Успокоился ветер. Птички поют. Ребят, произошла поклевка наконец-то. Рыбы какой-то. Я даже не знаю, что это. Походу лед. Сейчас посмотрим, ребят. У него тут и встряски были, и все дела. Сейчас посмотрим. Я думаю, ребятки, это и карась. Карась, да? Карась. Это карась. Ну что, карась? Жопу опять. Опа! Ну что, ребят, не зря ждала. Гляньте, какой. Офигеть. Офигеть. Вот такой вот красавчик, ребятки. Не зря осталось. Не зря осталось и шершавый. Шершавый. Шахту, ребята, на 2 опарышей с пучком мотыля. Карась весь в пиявках. И, кстати, он, походу, готовится к нересту. Возможно, уже нерестит. Друзья, эту прекрасную рыбу, которую я ждала сегодня целый день, я, конечно же, отпускаю. Я надеюсь, что в скором времени они обязательно расклюются. Всем ни хвоста, ни чешуи. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!